Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас 1 июля 2022 год. Начало второго месяца лета. Сегодня я приглашаю вас на экскурсию на мой огород. Мы давно здесь не были, и я вам покажу, какой он с того нашего последнего момента. Наша смородина все так же. Пополняем организм витамином С. И уходим от мигрени. Или делаем профилактику мигрени. Каждый день полстакана смородины. Профилактика мигрени. У нас немножко похолодало. Ветреная погода. Вот такое небо. Маленькие тучки, но по всей видимости идет гроза к нам. Где-то, наверное, собирается. Наш метеоролог, собачка Буся, прячется. Она за 3 дня чувствует грозу. И наша бабушка Гипертоник тоже говорит, что ее организм чувствует. Немножко малинка, надо посмотреть будет, либо что-то ее подъело. Личинка майского жука тоже может повредить корень малины. Надо будет прокопать, посмотреть. Если это личинка майского жука, его убрать. Самый лучший способ — это найти его в земле и убрать. Малина уже пошла полным ходом. Земляники я вам показывала варенье, как я сделала. Остатки роскоши. Самое последнее, самое вкусное. Я люблю, друзья, с грядки. Хоть и ребенка учила, нельзя, но с грядки оно самое вкусное. И мама учила, что нельзя. Ну, короче, все взрослые рассказывали, что нельзя кушать с грядки. Я своим детям рассказывала, что нельзя с грядки. Грязная. А сама, когда с внуком хожу, я беру баночку, здесь мы моем, или тарелочку. Мы моем и сразу с грядки. Остатки земляники. Уже мне друзья мои рассказывали, черника пошла. Черника, знаем, земляника сама по себе полезна. Здесь очень много витаминов, минералов, как и все ягоды. Очень много витаминов, и организм запасается ими на зиму. Малина. Вкусная малина — это та, которая в начале лета. Потом будет еще малина осенью. У нас та малина, которая 2 раза в год дает урожай. Но вот интересно, что второй урожай, он не такой вкусный, не такой сладкий. Уже меньше солнца. Солнце не такое активное, поэтому
И малина не такая сладкая. Варенье уже закрываем. И желтая. Мне нравится желтая малина. Она дает урожай не 2 раза в год, а 1 раз. Она более сладкая, чем красная. Дети ее лучше любят. Солнечная ягода, я на нее называю. Сейчас мы с вами подойдем к нашему помидору 1700. Кто впервые на моем канале, рассказываю. Помидор 1700. Назвали мы его потому, что он был высотой 1700 миллиметров, когда мы его высаживали на огород. Семечку этого помидора мы посадили в декабре месяце с надеждой на то, что он нам даст плоды. Но у нас не получилось. Наверное, не хватило, по всей видимости, ему света. И он нам не дал плоды, но остался живой. Мы его высадили. И вот этот наш помидор. Есть помидоры, но они еще не спелые. Вот показываю. Угу. И рядом тот помидор, который мы садили маленькой рассадой в начале весны. Этот назовем, вот этот 1700, он более темный, этот более светлый. Делаем вывод, что если помидорам создать нормальные условия, они будут расти и приносить плоды целый год. Баклажаны скоро будут цвести. Да, сирена, к сожалению, не молчит. Капуста, друзья. Мы побороли белокрылку. Капуста расправила свои листья. Видим, чувствует себя хорошо. Какая красавица. Мы потом к ней еще подойдем. А пока я вам покажу перец.
перцы, красавцы. Уже можно брать борщ. Я вам обещала, сварим борщ. Обязательно. Я в борщ беру. У нас уже есть все. Морковь, свекла своя есть. Капуста, правда, магазинная будет. Вот. Перец. Это все будет свое. Перцы неплохие. Им все нравится. Кто-то что-то мне написал. Спасибо, друзья. Чат работает. Пишите, поддерживайте меня, поддерживайте мой канал. Давайте пообщаемся в чате. И, конечно же, не забывайте подписываться, кто впервые на канале. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Есть уже неплохие перцы. Это я вам показываю. И вот какие. Ну, а если вернемся опять же на тему борща, чеснок, забыла сказать, тоже есть. Лук тоже есть. Ингредиенты борща уже все в огороде. Укропчик еще есть, но когда этот отойдет, а он уже начинает сохнуть и созревать, поэтому мы уже посадили молоденький укропчик. Вот пришла девушка наша. Это очень общительная девушка. От нее отказались хозяины, и она прибилась к нам. Теперь девушка наша, стерилизованная, но успела нам принести двоих котят, которые тоже живут у нас. И эта красавица общительная, коммуникабельная. Мурка! Такая трехцветная, главное, красивая. Она трехцветная девушка. Вот. Какая красавица. Ну, скажем, скорее всего, ее из ее дома выгнали собачки. Там много собак у людей. И они, наверное, не подружились. Где-то сорока, но я ее не вижу. Сейчас, если увижу, я вам покажу. Сорока белобока. Она живет здесь рядом у нас. У нее здесь дом. Вот на этом дереве. Оп, полетела, да. И вторая полетела. Здесь у нее семья. Поэтому она слышит, что я хожу. Она тоже подкармливается у нас. Вот на этом дереве она живет, где-то здесь. Она подкармливается у нас всегда. Поэтому думает, что я претендую на ее территорию. И мы пришли к нашей капусте. Белокрылки нет. Друзья, но я не могу не показать эту подругу. Ей так нравится быть всегда в центре внимания. Я хожу, и она рядом. Ну и посмотрим, как же чувствует себя наш инжир. Инжиринки наливаются.
Возвращаемся к белокрылке. Как видим, ее нет. А было ее уймы, тучи. Вот, конечно, не обошлось и без курьезов. Мы слушали все рекомендации. И вот это пятно от ароматерапии, назовем так в кавычках. Наша мама попыталась попробовать то, что ей порекомендовали. Порекомендовали налить на землю аромамасло, но она помазала листики и такой ожог. Видим, что капуста ожила, порядок, все нормально. Все наши ловушки еще стоят. Это ладошка ярко-желтая с медом стоит. Еще они потихонечку цепляются, но уже их нет. Видим, что капуста ожила и начинает уже формироваться качан. Капуста. Головка капусты. Да. Огурцы. Огурцы завязываются. Вот, свои без химии. Поэтому в основном держим самому старшему. Это внуку. Наш момент. Уже 3 огурчика своих он съел. Если пошли на огородах огурцы, значит на рынке цена будет уменьшаться. А они уже пошли, как видим. Ну и здравствуйте, Елена. Спасибо вам, Елена, большое. Спасибо, я прочитала. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Видела, наверное, ваш лайк. Спасибо за ваш комментарий в чате. Я надеюсь, что инжир мы в этом году попробуем. Это первый инжир за все 5 лет, которые мы выращивали. Сейчас я вам хочу... Опять идет моя подружка. Привет! Фасоль. Фасоль еще пока только цветет и тянется. Я обрываю, чтобы к соседям не тянулся. Вот кончик, точно так же, как и на винограде, я кончик обрываю, чтобы она не лезла выше. Вот фасоль у нас по сетке. Покажу вам тыкву. Тоже наше ноу-хау, да. Здесь росла абрикоса. Она не давала нам плоды, была очень громадная. Мы ее обрезали и оставили пенек высотой 1 метр. Возле этого пенька мы постоянно высаживаем тыкву. И она закручивается на этот пенек. Потом тыквинки свисают. Очень тоже рада вас читать. Спасибо, что вы со мной. Спасибо. Вот такие тыквинки потом свисают. И будут очень красиво висеть здесь тыквы. Не пройду мимо малины, не пройду. Ну, идем дальше. Подружка нас встречает. Мурочка, девочка моя хорошая. Хорошая девочка. Идем. Она рядом. Она у нас как собачка.
А вот этот инжир, друзья, я не знаю. Вот именно этот инжир у нас уже более 5 лет. Растет он прекрасно. Он принимается замечательно, как кустарник. Но он нам ни разу не дал плоды. Тот инжир, что я вам показала, это первые плоды, которые, надеюсь, попробуем. Будем надеяться. Спасибо вам, Елена. Спасибо вам, Елена. Я надеюсь действительно, что все будет хорошо. Спасибо вам за поддержку. А подружка моя действительно, она ушла немножко чуть дальше. Но она услышит, что я разговариваю, прибежит к нам. Наша клубника рядочками. Усы поправляем ровненько. И она рядочком, показываю, и она рядочком так и идет. И, друзья, что у нас? Арбузы. Я не знаю, мы в этом году посадили первый раз. Мы решили место на клубнике, ведь есть вот где можно. И сейчас мы просто ходим, поправляем, чтобы арбуз не мешал расти клубнике. Я говорила мужу точно так же сделать лесенку, как для тыквы. Ну, подумаем, может быть, действительно сделаем лесенку. Здесь же регион жаркий, поэтому арбузы должны быть. Ну, тем более в такое время, как сейчас, надо каждый кусочек огорода использовать для того, чтобы хоть что-то было. Вот такие вот длинные уже арбузы. А сами, ну, смотрим, да, цветут. Вот цветочек, ну, цветочек. Есть цветочек. Класс. Значит, будут арбузы. Все, идем дальше. Я вижу, что я так давно не заходила в прямой эфир. Я вижу, что я уже свой телефон перегрузила. А хочется показать вам всего. Оно так все выросло. Проходим быстро наши огурцы. И порадуюсь, покажу вам свекла. Все-таки сварим борщ обязательно. А помидоры это те, которые мы садили. Нормальная рассада, скажем, да? Не 1700, а нормальная рассада. Так что еще неделька, и будут и свои помидоры. И яблоки наливаются. Пробежали виноград. Если не заболеет, ну, обрабатываем от болячек всяких биопрепаратами. Пока наливается. Это подарок Запорожья. Синий виноград, он не такой болезненный, как... Он более кислый и не такой болезненный. А это белый виноград. И морковь. Морковь я уже находила. Внук любит прямо с грядки. Я находила 10 сантиметров длиной морковку.
чеснок еще, может быть, недельки 2. И будем выкапывать. Лето протекает, пробегает, пролетает очень быстро. Эти улитки нам не мешают. Я не видела, чтобы они что-то съедали, поэтому мы их не убираем. Еще не увидела от них вреда. В основном они убежали от фермеров. Жаль, Елена, что вы далеко. Да, очень жаль. Ну, я думаю, все будет хорошо. Хочется, чтобы война закончилась. Все будет хорошо. Друзья, это прекрасная калина. В этом году, мне кажется, надо готовиться к холодной зиме. Калины очень много. Грозди. Такие вот прекрасные грозди. У нас немножко похолодало, поэтому вода сегодня в бассейне утром была 20 градусов, а сейчас уже прогрелась 25. Ну, как-то так прохладно. Утром только в бассейн прыгнули, потому что утром муж высадил тамарил. Я еще не знаю, что это такое, надо разобраться. У нас его много. Эта соседка нам презентовала. Как-то можно его в доме выращивать. Он у нас и рос, как комнатный цветок. Поэтому я поделюсь, кому смогу, если захотите. Пришла еще одна моя помощница. Она слышит, что я разговариваю, и она тут как-то... Дашка. Здесь неплохое место для огурцов, поэтому, когда те будут отходить, мы посадили еще одни. И наши бархатцы. Не пропускает меня моя девушка. Встала и все. Гладь, говорит меня. Ну, погладь меня. Такая классная муська у нас, да. Такая у нас классная девушка. Дашка. Без нее нигде никак. Без них всех. У нас 2 собаки. И эту выбросили собачку. Ну, еще щенком Дашку выбросили. Их дочка моя гуляла и нашла в коробке 4 щенков. Даже месяца не было. Милая наша девушка, милая собачка. Очень милая, да? Классная. А послушница какая. Она очень послушница такая. Лапку дает. Даешь лапку? Давай. Дает. Схватывает команды быстро, сидеть. Ну, лежать я не учила ее, а сидеть рядом, когда мы гуляем. Любит гулять утром. И вот ей повезло. 4 щенков мы раздали, а эта девушка осталась у нас. Друг такой у нас. Вот такой вот, друзья, на сегодняшний день огород, оказывается. И покажу вам еще одно мое ноу-хау. Я вижу, у нас много слизняков завелось. Это в основном такие ночные слизни, они ночные. Как их назвать? Животные, не мошки. Паразиты назовем, да? Ночные, короче, слизняки. Это ночные такие животные. Я делаю вот такую вот ловушку. Сухой листик. Пришла девушка.
Елочка говорит, гладь. Гладь меня, гладь. Гладь меня, гладь. Я же хочу рассказать, как я ловлю слизняков. Ну, короче, я положила вот на асфальте или там, где вижу дороги, которые блестят, там, где они ползают. Они потом спрячутся сюда. Ну, лучше всего не на асфальте. Они живут под бордюрами, прячутся где-то там. Положила на землю. Ночью они спрячутся под этот листик. И целый день потом буду там сидеть. Я прихожу днем, открываю, солью их засыпала, расплавила. И таким образом натурально мы от них уходим. Дашка все хочет, чтобы ее гладили, и все. Гладь, гладь, гладь. Розы еще покажу обязательно. Елена, вы любите розы, я вам покажу. Это специально для вас. Леночка, это специально для вас. Розы. Надо уже оборвать, эту не показываю, а вот эту красивые. Они красивые, когда только расцветают. Расцветает такая розовая. Елена, это ли именно для вас роза? Мне приятно, что вам приятно. Вот это букет лично для вас. На этом буду заканчивать, друзья. Хорошего вам вечера. Мира, счастья, благополучия, всего-всего наилучшего. До новых встреч. Спасибо, Елена. Спасибо вам за поддержку. До свидания.